Сейчас я вам просто скажу те вещи, которые я... Блядь, только надо музыку переключить, потому что, ну, это типа такое вообще. Говорю сейчас не как хардплей, а как просто обычный человек. Не как стример, блогер, там, как хотите меня называйте. И все, что я это делаю не для какого-то там хайпа, еще для чего-то. Я делаю это то, что мне по кайфу. Если бы мне было не по кайфу ходить по заброшкам, я бы никогда туда не пошел. Что касаемо... Буду говорить, ребят, как криво, косо, но скажу то, что у меня на душе, да, и то, что я успел заметить. Может быть, я вообще этот даже стрим удалю. Говорю сейчас не как хардплей, а как просто обычный человек. Не как стример, блогер, там, как хотите меня называйте. У любого похода такого может быть финал. Я очень неплохо знаю анатомию, я очень неплохо разбираюсь в медицине и в первой помощи, оказании первой помощи. И я всегда с собой ношу, ну, определенные, да, вещи, которые, если что, может быть, мне помогут сохранить жизнь, если что-то со мной случится. Я сейчас говорю за колотые, резаные, рваные раны и так далее и тому подобное. У всех этих походов будет один конец. Я это осознаю, я это понимаю. Что рано или поздно я лицом к лицу столкнусь с чем-то, с кем-то, с чем-то, скорее всего, с чем-то. Я не знаю, что это, я не знаю, как это, я не знаю, где это и когда это будет, но я боюсь только за одно, что у меня просто сердце не выдержит. Мне очень многие люди, вот то, что сейчас донатит генерал Воронин, мне пишут в директ в Инстаграме, просто спамят. Кто не успел прочитать донат, вот что-то подобное мне говорят. То, что Хард, ты не понимаешь, что очень сильно рискуешь. Я сталкивался с подобным в жизни, я тебе скажу так, как есть. Эта фигня может к тебе прицепиться очень сильно в жизни, ты будешь жалеть об этом. Если очень коротко, то... Честно вам скажу, я верю в существование души, да, после жизни. Души не в том плане, что как это принято, да, типа духи там, еще кто-то. Просто мне кажется, что когда нас не станет, что-то вот остается, какая-то энергия, еще что-то. Повторюсь, это просто мое мнение. Ничего никому не навязываю, просто рассуждаю, сижу, можно сказать, сам с собой. И все, что я это делаю не для какого-то там хайпа, еще для чего-то. Я делаю это то, что мне по кайфу. Если бы мне было не по кайфу ходить по заброшкам, я бы никогда туда не пошел. Вы понимаете, что эти чувства, эти эмоции, их невозможно передать. В этом выпуске, ну, давайте так скажу, во время того, когда начинается, да, какая-то критическая ситуация, я с этим сталкивался на службе, я с этим сталкивался вот сейчас. То, что во время критической ситуации есть два варианта развития событий. Человек, все мы разные, у кого-то стойкая психика, у кого-то, ну, более слабые люди, да, душком. И в этом нет ничего такого, в принципе. Есть такая тема, что кто-то может собраться, а кто-то нет. Вот у меня есть особенность: в критической ситуации я могу собраться. Причем это может сопровождаться каким-то придурковатым смехом. Это может сопровождаться песнями, это может сопровождаться, как в лесу, я могу там сам с собой начать разговаривать, но я сделаю то, что мне нужно сделать. То есть я как офицер запаса, я говорю то, что у меня есть задача,
который я должен выполнить. И я вот от этого всегда отталкиваюсь. У меня есть задача попасть в это помещение. Я хочу туда попасть, я хочу посмотреть, как я это сделаю, неважно. Буду ли я в окно влезать, через второй этаж спускаться. Что бы ни случилось, я туда попаду. И вот такой я человек. И вот это вот стремление, рано или поздно, оно меня накажет. Я это сам понимаю, и даст Бог, если это закончится просто какими-то травмами или каким-то испугом. После леса такого не было, после вот этой херни. Я вам сейчас покажу один момент. Я даже хочу с вами вот этим поделиться. Я уже прям до секунд знаю этот тайм-код. Вот он. Чтобы вы понимали... Сейчас. Сам покажу. Короче, мне вот эта херня теперь постоянно снится. Постоянно. Я вам отвечаю, я человек, который вообще спит всегда чутко, но крепко. Как бы две такие вещи, как бы, как может быть спать чутко, но крепко. То есть я засыпаю, я сплю крепко в том плане, что мне никогда не снятся сны. Очень редко что-то под утро когда-то может присниться. Сейчас я который день, я просто охереваю. Охереваю от того, что мне постоянно снится какой-то, блядь, вот этот туннель. И постоянно в этом конченном туннеле, это причем бывает просто темный туннель, причем изначально стены светлые, и в конце, вот в самом конце всегда стоит какой-то силуэт. Блять, ну я считаю, что не может изо дня в день сниться одно и то же. Я спал здесь, уже в студии. Кто не знает, я 2 последних дня ночую в студии. При учете, что у меня есть супруга, у меня есть 2 ребенка. И как бы, ну, я думаю, может быть дома, может быть, знаете, я там загнался. Все вот эти походы, они очень жестко давят на психику. Почему? Потому что, я повторюсь, у нас было 2 варианта съемок. Когда мы заранее приходим, я беру с собой 150 человек, мы все везде прошарили, и я начинаю наигрывать эмоции. Бля, здесь отступился, здесь подскользнулся, а вот здесь вот что-то на меня якобы упало. Но тогда бы я не был самим собой. Тогда бы я не был тем человеком, которого вы привыкли смотреть. Я не могу так. Мне нужны настоящие искренние эмоции, вплоть до слез и сопель, если когда-то такое будет. Почему? Потому что настоящие эмоции, их никогда невозможно подделать. Вы это видите невооруженным глазом. Это сразу видно. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Понимаете? То есть... очень многие люди, кто меня смотрит, а, естественно, вас огромное количество, причем разных возрастов, разных вероисповеданий, пишут мне, чтобы я не занимался этой херней, и очень многие пишут про вот эти вот фонари. Потому что мы ходим не на просто заброшки, то есть просто заброшенное место, а именно заброшки с какой-то херней. То есть что-то там постоянно происходит, какие-то аномалии, еще что-то. Меня это тянет, понимаете? Может быть, реально я в душе какой-то сталкер и человек, который хочет остаться один на один с самим собой. Может быть, действительно, я получаю слишком большую дозу общения на своих стримах или в реальной жизни, не знаю. Но самое херовое, что я хотел сказать... Я хочу, чтобы я что-то увидел. Вы меня сочтете каким-то каким-то ненормальным, но я реально хочу что-то увидеть. Я хочу до конца поверить, что что-то есть. Но многие говорят то, что я делаю, это я вмешиваюсь в жизнь. Давайте назовем обитателей того или иного места.
Но пока я в это все равно не верю.